Вчера Танюшка очень сильно страдала от головной боли. Попросить стакан воды для нее было тяжело, потому что она говорит, дай мне это, а что там ей дать, она уже не могла собраться с мыслями и сказать там воду, например. Ты не болей, пожалуйста. И, короче, я уже забыл, что нужно купить. У меня там список такой нормальный, хоть и мы только вернулись с магазина, но нужно еще разочек сходить в магазин. Как вы понимаете, это... И теперь ждем. Он должен сработать. Да, он пошел. Да, опа-на, да, опа-на, опа-на. Вообще ничего сложного. Настало время повесить шторы. Половину, как вы видите, я уже закончил. Танюшка моя спит, отдыхает. В это время я сейчас быстренько наведу красоту. И когда она придет, у нее будет такой маленький сюрприз. Это ее, можно сказать, одно из заветных желаний, чтобы у нас в гостевой комнате появились шторы. Карниз уже есть, шторы уже куплены, все уже сделал. Приступаю к окончательной работе. Последний штрих, последнюю часть вешаю, потом закрепляю. И можно сказать все. Так, у меня тут есть маленький ключик, чтобы закрепить все это. Главное сейчас не упасть. Что только не сделаешь для своей женушки. Согласитесь. Ага. Попал. Длина. Надо проверить, все ли четко. Четко. Не хотел я двигать, конечно, лестницу, но придется. Потому что не достаю. Поехали. Чуть не упало. Вы поняли? Конечно же будет красота. Давай. Вот так я хотел. Ну что, красота? Лестницу убираем. Все. Этого вы хотели? Танюшка этого хотела, я все делаю для нее. Класс. Лайк. Пожалуйста, ставьте лайк, потому что мы все это снимаем именно для вас, наши дорогие зрители. Вчера Танюшка очень сильно страдала от головной боли, поэтому я не смог показать результат штор. Ей не до этого было. Я всеми возможными вариантами хотел убрать ее головную боль, но не так уж и сильно удалось это сделать вчера. Сегодня уже ей попустило, и мы сейчас с ней пойдем посмотрим шторы и ее реакцию. Ты, моя маленькая принцесса, готова? Спасибо. Подожди, ты скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь сегодня? Спасибо, уже легче. Если не делать резких движений, то мне намного лучше. Я уже могу ходить, двигаться, а главное не поворачивать голову ни в какую сторону. Резких движений не делать. Да. Нужно, кстати, сегодня поделиться всеми советами, которыми можно воспользоваться, чтобы убрать головную боль у беременной женушки, да? Да. То, как ты спасал вчера меня, да? Да, Надо как я всё вчера рассказать. спасал тебя, сегодня будем все это рассказывать. Но в первую очередь идем для тебя сюрприз. Показываем шторки, да? Давай, зайчик. Зайчик идет. Я Масюсик. хотела этих штор, вы не представляете. Ты мне скажи, что не так, чтобы я уже там поправлял, Так, делал. вот здесь надо вот так, чтобы не было этого. Я думаю, промежуточка. ты мне посоветуешь, чтобы я до конца довел вот эти края. Да, Зай, это было бы классно, если бы ты их вот так до конца дотянул, тогда окно будет побольше. Хорошо. И все равно уже очень красиво. Ты даже их погладил, зайчик мой. Я все для тебя делаю, Я моя хочу принцесса. открыть, чтобы был свет, а ты... Ну, я закрываю, чтобы ты просто... Очень красиво, я Увидела. очень довольна. Ты мой золотой, любимый, самый драгоценный муж. Спасибо вселенной за тебя. Извиняю, что ты не можешь Да. прыгать и скакать, но Я как тебя только очень выздоровеешь, люблю. я буду ждать от тебя прыжков и скаканий. Хорошо, я обязательно исправлюсь. Давай, не болей, пожалуйста. Очень нехорошо, когда жена болеет, особенно в этот период, когда она беременна. Так, что у нас сейчас? Мы сейчас планируем двигаться в магазин. Нужно купить что-то для Танюшки, что-то для дома. И все это время мы будем ходить, рассказывать про вчерашнюю проблему, как избавиться от головной боли у беременной жены. Красотунька моя, ты за 2 дня первый раз вышла на улицу. Как ты себя чувствуешь? Тоже хотела про это сказать.
Я сейчас думаю, ты, конечно, просил меня остаться дома и дальше лежать и отдыхать. Но я уже еле выпросилась, что, пожалуйста, пожалуйста, мне уже легче, я хочу на улицу. Мы-то дома проветриваем, но обязательно все равно какие-то прогулки должны быть. Как эту красоту не вывести наружу, чтобы все увидели, что такая красивая беремушка у меня есть. Похвастаться. Хвастовство нехорошо, но этой красотой можно. Еще как расскажешь, что я прям вообще, я не Да знаю. так и кто. есть, красивая, просто красотунька. Улыбка просто ву. Это называется жена. 2 дня молчала, была тихая, спокойная, без лишних слов. Ну, в общем, когда болела голова, вы сами понимаете. Но ты скажи, пожалуйста, сейчас уже чуть-чуть легче стало? Мне Чуть-чуть. уже легче, по-любому мне легче, да, я это прям откровенно говорю. Молодец, мороженка ела. Весь ротик мороженки. И сегодня ты меня еще спас вот этим стаканом кофе, который ты сейчас принес. Хоть он такой вроде и не чувствуется, там больше Слабенький. молока, слабенький, да. Но все равно, когда ты пришел, меня намного больше болела голова. Сейчас уже я как-то себя чувствую больше человеком. По поводу, как спасти жену, когда очень сильные головные боли, я вам могу сказать однозначно рецепт. Это вот кофе. Только кофе выбирайте не крепкое. Я вот ей приношу кофе, называется ванильное кофе. Это как капучино, просто добавляется еще туда сироп ванили, и оно не такое крепкое. Вот после кофе головная боль чуть-чуть попускает. Но это если легкая головная боль. Это вот, я говорю, это как если легкая головная боль. Но если А как если вчера, такая, как вчера? если как вчера головная боль будет, вчера вот я просто не позволил себе ее снять в таком состоянии, потому что это было уже, ну, можно сказать, недозволено, что показывать. Она очень плохо себя чувствовала. Вот слабость аж до того состояния, что ты не можешь выразить свою мысль. У нее повышенное давление было. Я прочитал в интернете и понял, что это повышенное давление. Она аж до того себя плохо чувствовала, а у нее аж до того было повышенное давление, что она не могла построить речь, предложение и сказать то, что хочет. Там, попросить стакан воды для нее было тяжело, потому что она говорит, дай мне это, а что там ей дать, она уже не могла собраться с мыслями и сказать там воду, например. Но, слава богу, с Божьей помощью все прошло. И еще одно действие было сделано, которое очень помогло. Это холодная вода. То есть, смотрите, что я сделал. Я ее ручки опустил в холодную воду до предплечья, помыл лицо, вот сюда положил холодную тряпочку и там, где солнечное сплетение. И это, конечно же, от этого ей было очень холодно, но она пришла в чувство, состояние. После этого мы пошли в постельку, легли. Она чуть-чуть успокоилась, чуть-чуть уже пришла в себе. И я порадовался от этого, что ей стало уже на порядок лучше. Короче, слава богу, с ней уже все хорошо. Стало лучше. Сейчас зайдем в магазин, возьмем кое-что необходимое. В общем, ты меня таким образом и спас, я хочу тебе сказать. Это один из способов, как можно спасти беременную жену от головной боли. Дальше расскажем, что ты потом со мной делал. Дальше расскажем чуть позже. Купили моей маленькой принцессочке пледик, коробочки, тюль. Тюль это шторы белые, чтобы в спальню повесили. Еще купили одну маленькую штучку, очень важную, для того, чтобы мерить давление. У нас этого не было, а сейчас будет. И пойдем домой, покажем, как это выглядит, да? Да. Даже Давай не болей, моя маленькая принцесса. Даже что, поучишься? Да, поучимся делать, мерить. Да, поучимся. Мы никогда не мерили давление, температуру много раз, но давление никогда. Будем сейчас знакомиться с аппаратом, который давление мерит. Ты не болей, пожалуйста. Ребята, шли по дороге, увидели обезьянки. Такие смотрим еще со звуком. Потом Акоп говорит, а где она тут взялась? И увидели спереди вон девушка с коляской. И ребенок что-то кричит. Видимо, он и кричит, что обезьянка выпала. А мама, может, не понимает, может, уставшая. Копчик бежит, кричит, hello. А это не ее. Просто ребенок кричал. Ладно, взяли обезьянку, что сделать? Ну поставь ее где-то тогда. Смотри. Да, она кричит еще. Тише. Так бежал. Может, куда-то на бордюрчик какой-то.
Да. Поставим взгляд на- Да, что делать? Упала у кого-то, какого-то ребенка. Из окна выкинул однозначно, бандит. Да. Моя маленькая принцессочка, ты себя опять неважно чувствуешь, да? Голова болит? Да, опять нехорошо. Сейчас я быстренько, вот, кстати, то, что мы взяли, это такая штука, чтобы мерить Термометр. давление. Термометр называется? Да. Сейчас быстренько открою и будем тестить. Аппарат требует батареек. Батарейки дома были, только они большие, маленьких нету. Все, тогда схожу в магазин, куплю и вернусь, хорошо? У нас, как всегда, без... Происшествий не бывает. Не бывает, нет. Вот, малышка, тогда отдыхай. Сейчас попробую вспомнить, может еще там где-то у меня спрятано. Давай, я полежу, потом встану. Мне нужно сейчас двинуть в магазин, купить батарейки, протеин. И, короче, я уже забыл, что нужно купить. У меня там список такой нормальный, хоть и мы только вернулись с магазина, но нужно еще разочек сходить в магазин. Как вы понимаете, это такой замкнутый круг. В магазин вернулся, давай по-братски еще разочек. Танюшку я оставляю дома. Надеюсь, у нее головные боли не будут усиляться. Быстренько за батарейкой, очень важно. Батарейку надо купить быстренько и к моей любимушке возвращаюсь. Любимая моя женушка, твой муж купил батарейки. Вижу, молодец. И мороженого мне накупил, и вкусняшек всяких мне накупил, чтобы я сияла и была довольна. Я тебе хочу сказать, что спасибо большое, мне намного легче. Я уже чуть-чуть полежала, пришла в себя. Все приготовила на салатик и даже закинула пирог в духовку уже. Это у нас очень хорошая новость. Пироги мы любим есть очень-очень. Творожный пирог. Вообще бомба-ракета. Ну, в любом случае, давай попробуем, померим тебе давление, посмотрим, Да. что там. Да, все равно надо уже учиться его измерять, и никуда мы от него не денемся. Если бы вы понимали, как я упиралась покупать этот аппарат, как я не хотела, сколько уже человек просто за последние их полгода мне сказали, что тебе нужен этот тонометр, надо мерить, надо вычислять, записывать. И я говорю, нет, вы что, ни в коем случае, это вообще не ко мне, это не моя история, никаких тонометров. Старость, не радость. Дожились. Пришел момент. Так, это дать на ручку. И батареечки, за которыми я специально и пошел. Какие красивые. Просто не могу с этих штор. Даже кайфую. Шторы еще полностью не доделаны. Ничего, ты все сделаешь. Ничего. Как только будет готово в спальню повесить, я это тут переделаю. Да. Все. Я уже тут Ну, все вообще-то приготовилась. Это не так, типа, руку ты потянула и все, давай, мерь мне. Когда-то так мама делала. Но Руку тут дала. написано, что нужно тебе поставить это на стол и сидеть вот так. Прям ровно сидеть? Да. Да ну, мне как хочешь меряли. Ну, хочешь Ладно. хороший результат правдивый, давай так, как он говорит. Хорошо. Так, как по инструкции. Идем в кухню? Давай, ладно, тут иди. Теперь считай, что ты дома одна, ты должна померить себе давление. Нет, я сама даже учиться не хочу. Ну вот, ты все Ты уже мне сделала. все меряешь. Молодец. Всегда. Все, не надо сильно А, давить. не надо? Да, лучше без подушки. Убираем подушку, потому что там... Окей. Все, ручку ставишь на бедрышко. Так, на бедрышко. Нажимаем кнопочку «Включить». Включить. И все. И теперь ждем. Он должен сработать. Да, он пошел. Да, опа-на, вообще ничего сложного. Мгм. И я не знаю, какое у нас давление. Он так сжал конкретно. Ну так и вообще-то работает. Ну Он да, сжимает и разжимает. И в конце показывает результат. Да. Ой, у меня так опять пульс начал. Но это он в должен руке. померить, солнце мое. Без Я этого... ж не против, я говорю свои эмоции. Ты эмоциональная у меня. Я вижу, Когда какая у меня ты... есть силы, то я очень эмоциональная. 100 на 56 И 71 удар в минуту. сердца. Да. Мы не знаем, это хорошо или плохо, но сейчас мы позвоним моей маме и спросим.
Да, точно, давай маму Да. спросим. Я, кстати, вспомнил мой дед Арташ, который из Америки, он постоянно мерил свое давление, и он мерил столько раз, прям реально, 850 прям раз в столько день. раз, пока он не получал те цифры, которые ему нужны. То есть, если ему показывают высокое давление, то он там перемерит, раз 5, 6, 7 за раз сделал, пока не получал те цифры, которые ему нужны, и он такой спокойно, ну все, нормально теперь, работает. У него своя тактика. А если не его цифры, типа там высокое показывает, значит, все, аппарат не работает. Да, с аппаратом что-то Да, не с так, не с аппаратом не дедом, да. Ладно, давай позвоним маме, узнаем, что тут, и потом продолжим. Давай. Все, маманя сказала, с тобой все хорошо, у беременных это нормальное давление. Это, Пониженное. Да, считается пониженное давление, но для беременных это нормально, так как ты носишь под сердечком еще одно маленькое сердечко. Люсика нашего. И, кстати, в больнице мне в этот раз тоже же сказали, что у меня пониженное давление. Кстати, я по твоему говору, по твоему лицу смотрю, что у тебя лучше стало, да? Да, лучше. Отлично, я очень рад. Ты хочешь что-то посмотреть? Да, смотрела. Да, просто она тут что-то включила такая и пришла села. Хорошо, все, давай смотрим. Хотела пирог показать. Показать пирог? Да. Давай. Вот пирожочек. И мы этого пирога так долго ждали? Да. Да ты молодец какая, умничка моя, умничка. Умничка, Танюшка, Танюшка Ты умничка. же голодный, я знаю, ты уже хочешь и съесть. Когда идти кушать? Давай, не думаю, всё, не думаю садись, ни о чем, садись. иду кушать. Подбиваем итоги. Да. Давайте поделимся с вами той информацией, которой мы владеем, которой мы овладели за эти сутки, можно так смело сказать, когда у Танюшки была такая проблема. Что можно сделать, как можно урегулировать у беременных давление? Вообще-то способов очень много, мы будем говорить те, которые нам помогают. Смотрите, в первую очередь Танюшка начала делать йогу для беременных. Это очень хорошо помогает урегулировать давление, дыхание и вообще успокоить человека. Причем очень сильно влияет, давление поднимается за счет стресса. То есть, если вы стресс испытываете в течение дня, там, не знаю, из-за каких-то любых причин, то старайтесь быть спокойной. И, как я уже сказал, йога помогает вам быть спокойной и успокаиваться. Это как вариант, Да. тот, которым мы пользуемся. Ты хотела что-то сказать? Я про йогу и хотела, я это хотела начать, ты взял все протараторил. Да хитрый жук. Хитрый зюк мой. Но это помогает. Это помогает не сразу, то есть вы не занимаетесь йогой и сразу там у вас уходит. Это надо на постоянной основе делать. Да, это как себе легкий спорт, который в любом случае нужен. При беременности нужно заниматься хоть каким-то спортом, делать хоть какую-то зарядку, и это однозначно будет вам большой плюс. Но когда у вас уже такой приступ, как у меня случился вчера, когда я подошла к окопу, вот так возле него села на диванчик и говорю, у меня темнеет в глазах. Прям темнеет. Я мыла посуду, и ничего такого, я не стрессовала, я не только поднялась по ступенькам там на 4-й этаж или под горку, ну, что могло бы этому способствовать. То есть я просто в спокойной обстановке дома стояла, и меня начало накрывать очень сильно. Я села, что-то тебе там пожаловалась, ты говоришь, пошли, муж меня положил, и все, я легла, и чувствую, меня так просто с двух сторон какими-то молотками мне там бьет, этот пульс пульсирует, больно, можно так сказать. Я не понимаю, что происходит, так через минуту опять ко мне подошел, и я уже прям в плохом была состоянии. Тогда, конечно, ни о какой йоге не идет речь, правильно? Конечно, в этот момент ты йогу? уже ничем не поможешь. Это просто говорится, если у вас вот эта проблема есть, давление высокое, то вы можете на постоянной основе уже заняться йогой, и у вас уже потихонечку урегулируется. Это слово так говорю. Ну, ты его правильно говоришь. Ну, как ни потихонечку у вас все станет лучше. Да. А если у вас нет этой проблемы, то слава богу. Но в любом случае, мы вам советуем делать йогу. Это несложно. В день там 5-10 минут спокойно вы сидите в удобной позе. В Ютубе куча видео есть. Просто введите там йога для беременных. Или если вам интересно, напишите в комментариях. Танюшка как-то покажет, как она делает
йогу для, Мне так для стало беременных. смешно, такой йогист номер раз. Нет, она и не 5, и не 10. Йогу надо делать хотя бы 20 минут в день, чтобы что-то почувствовать. Ну, Потому для что... первого времени там как-то. Ну ладно, раз ты так сказал, значит так правильно. А вообще я рекомендую не только беременным, а заниматься йогой всем абсолютно людям этой планеты. Спортом. Спортом еще лучше. Мы хотим еще перечислить те продукты, которые помогут вам урегулировать ваше давление. Если у вас есть там какие-то проблемы, опять же, вместе с йогой, это работает вместе. Это не так, что работает отдельно. Нужно все делать вместе, и в совокупности вы получаете хороший результат. Сейчас я так полностью не помню все наизусть, поэтому буду читать. Вам будет помогать ягоды, овсяная каша, бананы, лосось, сметана, тыквы. Ой, семена тыквы. Сметана, тыквы. Семена тыквы. Зелень. Главное, что разделил. Да. Еще и зелень. То есть вот эти продукты, которые я перечислил, будет очень хорошо помогать, чтобы вы себя чувствовали гораздо лучше во время беременности. Ну, а я хочу добавить, это уже, конечно, вы все можете погуглить, посмотреть в интернете, если уж кому-то там надо будет поподробнее, вы это все найдете. Но самая скорая помощь, которую меня вчера Акопчик, в принципе, привел в чувство, это то, что он ходил, мочил тряпочку, ставил мне на голову, вот это перед тем еще, как он меня повел в ванную и начал мочить уже руки и шею и лицо, перед этим он мне приносил тряпочку, вот так ставил на голову, это всемирно известный народный бабушкинский способ, все это знают. Холодный компресс. Холодный компресс, да, вот это спасает, помогает при любом давлении, ну просто это действительно, это утихомиривает эту боль, которая разрывает тебе голову в этот момент. И тебе за это большое спасибо, что ты вот так... Надо тряпочку часто менять, чтобы она была очень холодная. Нельзя ледяную, так скажем, тряпочку ставить. Нужно, чтобы она была холодная, допустимо холодная. То есть смочили, там поставили, минут 5 прошло, опять смочили, поставили на лоб. И желательно, чтобы тряпочка закрывала именно виски. Вот тогда этот метод помогает. Можешь по-волшебному попрощаться с нашими зрителями? Это как так? Или там комментируйте и не забудьте написать комментарий. Могу, не обязательно повторяться. Давай, придумай что-то новое. Я не придумываю, я когда вот так типа вхожу в роль, очень много болтаю, я на ходу вот это все. Наболтаю, да? На украинском языке, ребята, это называется липет и липаке. Может, вы такого не знаете, но это очень смешно. Ладно, липаке, давай попрощаемся с нашими дорогими зрителями. Не забудьте, друзья, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал, потому что мы все это делаем для вас, друзья, чтобы вы увидели и вы как-то оценили наш труд. Поэтому ждем от вас обратную связь, лайка, комментария и подписки. Мало того, мы очень стараемся, чтобы наш контент был добрым, позитивным, веселым, но еще и очень полезным. Полезно. Мы делимся всеми своими такими жизненными, сокровенными моментами не для того, чтобы что-то там произошло, а просто чтобы всем, может быть, кому-то действительно это будет полезно, поэтому обязательно не забывайте, делитесь нашим видео и будьте с нами. Все? Да. Пока.